Всем привет! Матюш. Всем привет! Сегодня мы готовим рецепт из мультика, а именно королевский пирог из «Времени приключений». Это вкус королевского пирога. Королевские пироги пекут очень редко, на ежегодной церемонии чесания спин. Делал его, конечно, не Снежный, но это мой любимый персонаж. Я очень люблю этот мультик, посмотрел его весь, даже пересмотрел его, и все еще надеюсь на продолжение. Да и вообще сезон клубники заканчивается, а мы еще ничего из клубники не приготовили. Хватит облизывать. Безумный кот, ты что творишь? Господин Лося уронил. Держи, твой друг. А еще вы просили об этом в комментариях, поэтому если вы хотите, чтобы мы что-то приготовили, пишите об этом в комменты. И спасибо вам огромное за поддержку. Обязательно лайкните это видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Можете еще колокольчик нажать. А еще подписывайтесь на Инстаграм, там еще много всего. Ссылка есть в описании. И в комментариях можете написать, что бы вы хотели видеть еще в Инстаграме. Фоточки Матюши, или фоточки еды, или рецепты полные, или что-то еще. Пишите в комментарии. Давайте готовить. Матюш, приготовить тебе омлет с ногой? Матюша. Матюш. Победил. Молодец. И начнем мы с песочной основы, из печенья. Пойдем по простому пути. Даже не знаю, почему я решил, что этот путь легче. Чтобы сделать основу из муки, нужно перетереть муку с холодным маслом, что не особо-то и трудно. Зато Матюша очень любит нюхать печенье, ну вот заодно и порадуется. Разворачиваем 3 пачки. Мэтти обязательно должен проверить каждую пачку. Это непреложное условие. Теперь нам нужно его раскрошить. Для этого берем пластиковый пакет. Лучше, конечно, использовать пакетик потолще. Есть, например, такие zip-пакеты. В них я даже колол лед, а эти могут быстро порваться в процессе. Крошим печенье в мелкую крошку. Именно в крошку, а не в муку, поэтому со скалкой перебарщивать не стоит. Ну и большие куски печенья тоже оставлять не нужно, иначе основа будет распадаться. Как закончили, пересыпаем в миску. И если все-таки остались большие куски, то их лучше сразу убрать. Нет? Теперь сливочное масло. Нам нужно 120 грамм. Режем его на кусочки поменьше и топим в микроволновке. А пока можно развлечь заскучавшего кота его любимым мячиком. Это особенно полезно, когда в Мэтти накапливается энергия всего мира, и он начинает носиться по всей квартире, снося на своем пути все на свете. А так поиграл, поел, посозерцал. Идеально. И на заметку. Если вы поставили в микроволновку топиться масло, лучше следите. Это что, теперь топленое масло? Напишите в комментариях, как считаете. В печенюшки выливаем растопленное либо топленое сливочное масло, в зависимости от того, что получилось. И смешиваем все в единую массу, чтобы каждая крупинка покрылась маслом. Иначе ничего из этого слепить не получится. Должна получиться консистенция мокрого песка. Матюшечка. Мэтти попил, а я все замешал уже. Итак, форма. Вот это чуть больше похоже на ту, которая была в мультике. Но она совсем не глубокая. Вот это гораздо глубже, и она нам подойдет лучше, потому что в самом пироге должно быть еще наполнение из клубники. А сюда она вообще не поместится. Поэтому берем эту. Как думаете, я пожалею об этом решении? Узнаем в конце видео. Вообще тут идеально подошла бы более глубокая форма для тарта, чтобы в нее поместилась вся начинка и не вылился верхний слой желе. Но тут можно поспорить. В разных кадрах мультфильма пирог выглядит то как тарт, то как обычный круглый пирог. Поэтому можем выбрать любую из двух форм. Застилаем дно формы пергаментом, чтобы основа потом легче вышла. Кстати, кто-то спрашивал, почему пергамент постоянно мятый. Так вот, мнется он специально, чтобы перестал скручиваться, а на его свойства это никак не влияет. Лишние кусочки просто отрезаем. И натираем бокал, которым будем торбовать печенье. Буп. На дно формы высыпаем где-то треть всего печенья и трамбуем чистым стаканом, максимально аккуратно и плотно. Слой не должен получиться слишком толстым, но и не должно быть никаких дыр. Более того, все должно быть распределено очень равномерно. Дальше высыпаем остальную крошку и аккуратно распределяем лопаткой у краев. Уже сейчас можно начинать лепить бортики. И, наконец, бокалом придаем им окончательную форму. Бортики должны быть очень тонкими, но при этом не должны рассыпаться. Если в каком-то месте крошки не хватает, то перераспределяем его с других мест, где ее больше, чем нужно. И, наконец, наша основа готова. Отправляем ее в печь. И, наверное, мы ничем ее не будем наполнять, чтобы она не вздулась и все такое, потому что, скорее всего, с ней ничего не случится, и наполнять мне лень. Посмотрим, что произойдет. Печем 15 минут на 180 градусах. Просыпал крошки. Сгорят.
И чтобы ничего не подгорело, следите. И даем остыть. Пока делаем начинку. И для начала готовим желатин. 5 грамм заливаем 25 мл воды и мешаем до бескомочковости. Оставляем его набухать минут на 10. Делать будем крем-чизовую начинку без запекания. В миску кладем 200 грамм сливочного сыра, добавляем 60 грамм сахарной пудры. Если молите ее самостоятельно, как мы, то обязательно просеивайте через сито, чтобы не оставалось крупных кристаллов. Так она хорошо соединится с сыром в однородную массу. А еще можно добавить ваниль или ванильный сахар для аромата. И тщательно растираем, чтобы все кристаллы растворились. Время растапливать желатин. В миску наливаем кипяток и ставим в нее креманку с набухшим желатином. Быстро мешаем, пока он полностью не растворится до состояния жидкости. Выливаем желатин в сыр и вымешиваем, чтобы все соединилось. Тут очень важно не переборщить с количеством желатина, иначе будет неприятный привкус или вообще все свернется комочками. Когда делали куки-кэты, зарекался не брать питмол, взял опять. Дадим еще один шанс. Просто ничего больше не было. В миску выливаем 200 мл 33% сливок. Охлажденная миска, охлажденные сливки, охлажденный венчик. Взбиваем до мягких пиков. И молимся сливочному богу. Взбивать можно как в блендере, так и руками. Тем более нужны только мягкие пики, это не так уж и долго. Примерно вот так. Переливаем сливки к сыру и очень аккуратно смешиваем лопаткой. Кстати, желатин застывает довольно быстро, поэтому как только он добавлен в сыр, нужно срочно добавлять сливки. Откладываем ее в сторону и быстро занимаемся клубникой. Моем ее и очищаем от кустиков. Клубнику мы выбрали примерно одного размера, чтобы слой получился равномерным. Ну и не особо крупную, чтобы места в форме хватило. Часть начинки выкладываем на дно. Только прям чуть-чуть, чтобы места хватило на все. И равномерно распределяем лопаткой. Начинаем выкладывать клубнику. Стараемся класть ее ровными рядами, чтобы потом получился красивый разрез. Ну и лучше не топить ее в начинке. Заполняем клубникой всю площадь. Вот так. Во всем этом процессе также важно не задеть основу лопаткой, иначе верхние бортики могут осыпаться в начинку. Это, конечно, будет не конец света, но стремимся к идеалу. И заливаем клубнику остальной начинкой, чтобы она покрылась полностью. Но помним, что еще нужен слой желе, поэтому сильно не разгоняемся. Здесь не должно остаться пустых мест, особенно у краев. Ну и аккуратно распределяем лопаткой. Желатин уже начал немного застывать, поэтому заливаем прям вовремя. Как тебе? Убираем в холодильник застывать, а пока делаем желе. Матюша, ты готов делать желе? Мохнатый пухляж. Вот тебе друг твой прелестный. Потуси с ним, я пока сделаю желе. Птица. Чтобы сделать желе, мы с Матюшей взяли вот такую штуку. Это типа готовое желе. Но я хотел, чтобы это был наш с вами секрет. Это малиновое желе. Потом я подумал, что клубничный пирог вряд ли получится сочетать с малиновым желе. Будет как-то не то. Почитал состав. Состоит она из сахара, желатина, красителей и ароматизаторов. Мы решили сделать собственное желе. Теперь я не достану его из холодильника. Никогда. Для желе мы не будем использовать свежую клубнику, а возьмем замороженную. Суть одна, а стоит она в 2 раза меньше. Размораживаем 300 грамм и превращаем погруженным блендером в пюре. И, кстати, в отдельный стакан сливаем сок, который появился после разморозки этой клубники. Должно получиться 200 мл. Если его не хватает, то разбавляем его водой. Получилось вот такое клубничное пюре. Берем яромира и в кастрюльку выливаем 200 мл того самого клубничного сока. И сыпем 100 грамм сахара. Мешаем на среднем огне. Сахар должен полностью раствориться. Туда же добавляем столовую ложку инвертного сиропа. И отдельно в жидкости разводим 2 ложки крахмала. Мешаем, чтобы не было комков, и тоже вливаем в кастрюльку. И мешаем до момента, когда все начнет загустевать. Мэтичка, Мэти, все идет по плану, все загустевает. Не переживай, главное не переживай. Бусси, смотри на птиц, следи, чтобы не подлетали близко. Добавляем клубничное пюре, хорошо перемешиваем и ждем, пока закипит. Теперь переливаем все это в миску, высыпаем столовую ложку желатина и быстро мешаем венчиком. Здесь желатин отдельно замачивать не надо. Мешать нужно, чтобы не осталось никаких комочков. И для более насыщенного цвета добавим несколько капель красителя. И вот уже почти желе готово. Осталось только дополнительно процедить его через сито, чтобы избавиться от лишней мякоти, семечек, комков и так далее. Идеальное почти желе. Мэть, смотри. Не любишь варенье? Ну ладно. И делаем последний слой на нашем пироге. Заливаем желе поверх уже застывшего крем-чиза. Главное, чтобы не вылилось через край. Получилось идеально. Мэдди, посмотри. Какая красота.
Осталось этому застыть и положить сюда клубничку. Матюш, мы молодцы. Потом попробуем. Ну и чушь какой-то. Красиво. И он наконец застыл. Осталось положить клубничку, и можно резать. Вынимаем пирог из формы и не ломаем края. Джем застыл идеально. Матюша тоже оценил. Сверху украшаем свежей клубничкой. И готово! Королевский пирог. Получился он очень красивым. И наконец мы его сделали. Королевский пирог. Мы наконец готовы к ежегодной церемонии чесания спин. Матюш, готов к церемонии чесания спин? Матюша всегда готов к церемонии чесания спин. Сейчас один из важных моментов, его надо разрезать. Тут есть момент лотереи, попадет ли нож на линию из клубничек, чтобы вот как в мультике разрезалось. Поэтому попытаем удачу и попробуем сделать разрез идеально. А не получится, да и ладно. Как по маслу. Ничего страшного. Ну почти. Как? Ну как так? Но почти же идеально. Клубничка даже не осипла, не опала. Эти две стоят идеально, а здесь, видимо, клубничка чуть была смещена в ту сторону, вправо, а я прошелся чуть левее. Но давайте еще один кусок отрежем, посмотрим, что получится. Ну давай, друг, не подведи. Пусть между ними есть расстояние, но это уже очень похоже на то, что в мультике. Ничего не опало. Здесь нет никакого пространства. Они не потекли. Слой вареньевого желе, который мы сделали, слой крем-чиза и идеальные клубнички. Посмотрите, какая красота. Я не кондитер, и поэтому я очень горд собой. Давайте попробуем. Матюш, попробуем? Мяти? С клубничкой? Нет? Это один из лучших чизкейков, который я пробовал. На то он и королевский пирог. Вкусный сладкий крем-чиз идеально сочетается с кисленькой клубникой. И как хорошо, что мы взяли не вот эту вот химическую штуку, желе в пакетиках, а сделали свое желе из настоящей клубники. Оно сюда идеально вписывается. Это безумная вкусная штука, которая по праву можно назвать королевским пирогом. И если у вас есть клубника, обязательно это приготовьте. Да, этот пирог определенно занял бы свое место на дороге королевских пирогов. Печеньку тоже не хочешь? Матюша, конечно, очень любит основу, но там масло, поэтому ему нельзя. И спасибо, что были с нами. Обязательно поставьте лайк под этим видео, напишите, что нам еще приготовить, что Матюша милашка. Ах да, и подписывайтесь на Инстаграм, ссылка в описании. Еще раз спасибо, что смотрели. Пока. А мы приступим к ежегодной церемонии чесания спин. Спасибо, что досмотрели до конца.